Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, подписки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими интересными ниточками, с такой палитрой интересной. У нас уже есть узорчики с такими ниточками на канале. Ну и с новым узорчиком. Итак, давайте по порядку. Новички, кто еще не знает, что это за ниточки, смотрите, знакомьтесь. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. Сразу же, пока не забыла цвет, но такой какой-то джинсовый. Такой передает на камеру, как на самом деле есть. Итак, цвет 221. По составу, что это за ниточки у меня? 80% акрил, 20% шерсть. И здесь нам советует производитель брать крючок от 2 до 4. Ну, я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Так, крючок, настраивайся, крючок номер 3. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, не только такую, которую показываю я. Берете свою пряжу, все узорчики универсальные. Один и тот же узорчик может смотреться из разной пряжи совсем по-разному. Самое главное, точно так же прочитайте аннотацию и правильно подберите крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, как и договаривались, если схемка хорошего качества, то я ее прикладываю. Сегодня схемка отличного качества, хорошо читабельная. Кто умеет работать по схемке, можете самостоятельно вязать. Ну а кто не умеет работать по схемке, смотрите за руками, повторяйте и обязательно сравнивайте, что мы с вами провязываем, как это обозначается в схемках. Так вы самостоятельно научитесь быстро работать со схемками. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Давайте я, например, наберу 3 раппорта. Это будет 30 воздушных петелек. Одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, для начала все как всегда. Делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот у меня моя цепочка из воздушных петелек, мой будущий образец. Далее, как в многих узорчиках, новичкам рекомендую сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Потому что в воздушных петельках вы можете поначалу запутаться, когда будете провязывать узорчик, а в столбиках точно не запутаетесь. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, 3, 4, 5, накид. В 5-ю петельку аккуратненько вот так нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Это наш столбик с накидом. Первые 3 петельки это тоже имитация столбика с накидом. Идем дальше. Накид по порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали точно так же по 2 петельки столбик с накидом. Накид, следующая по порядку петелька, нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. И так вот вы провязываете до конца ряда. Самостоятельно себя контролируйте. Количество столбиков по итогу равняется ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. Я набрала 31 воздушную петельку, у меня будет 31 столбик. Ну, а у вас ваше количество. Поняли, да? И вот так вот провязывайте до конца ряда. Смотрите, первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, имитация столбика, считаем за столбик. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Несложно ведь? У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. И теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Теперь по узорчику 1 воздушная петелька.
Оп, итого у нас здесь получается 4 воздушные петельки. Теперь смотрите, делаем накид, пропускаем 4 столбика, внимательно считайте. 1, 2, 3, 4, в пятый. В пятый столбик аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Теперь работаем опять же с этим же столбиком. Накид. Сюда же в верхушку этого столбика предыдущего ряда провязываем еще один столбик с накидом. Считаем 2. Накид. Сюда же третий столбик с накидом. Сюда же четвертый столбик с накидом. Сюда же пятый столбик с накидом. Шестой и седьмой. У нас получился вот такой вот веерочек, состоящий из 7 столбиков с накидом. Далее 1 воздушная петелька. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый столбик провязываем столбик с накидом. Вот такой вот получается у нас раппорт на данном ряду. Идем дальше. Опять воздушная петелька. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый провязываем наш веерочек, состоящий из 7 столбиков с накидом. 1 столбик, сюда же. 2, сюда же. 3, 4, 5, 6 и 7. У нас сформировался опять еще один веерочек. Видите? Делаем воздушную петельку. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый провязываем столбик с накидом. Все. И вот так вот вы шагаете, провязываете столбики веерочки до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали практически до конца ряда. Ничего сложного. Как мы заканчиваем ряд? После нашего веерочка воздушная петелька, накид. Опять пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И здесь у нас 3 петельки подъема. Вот в третью петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Дальше накид. Возвращаемся вот к нашему самому первому столбику. И в него провязываем столбик с накидом. Есть. Далее воздушная петелька. Теперь внимательно работаем с нашим вот этим вот веерочком. Да? Помните, у нас здесь 7 столбиков. Первые 2 пропускаем. 1, 2. Начинаем работать с третьего. В верхушку третьего нырнули, провязали столбик с накидом. По порядку следующий столбик у нас идет. Провязали столбик с накидом. И по порядку следующий столбик, столбик с накидом. Получается 3, 4, 5 столбики веерочка. Вот они, 3, 4, 3, 4, 5. Мы провязали над ними 3 столбика с накидом. Несложно. Дальше воздушная петелька. Теперь переключаемся на наш столбик одиноко стоящий. Беремся за верхушечку столбика и провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Возвращаемся сюда же и провязываем еще один столбик с накидом. Вот у нас вот такая вот рогаточка. Угу, несложно. И дальше повторение. Воздушная петелька. Первые 2 столбика веерочка пропустили. 1, 2. Начинаем с третьего. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом следующий. 2. И столбик с накидом 3. Получается 2 первых и 2 последних столбика у веерочка пустые. Видите, мы их не провязываем. Опять воздушная петелька. Переключаемся на наш столбик.
который один у нас, да, стоит в предыдущем ряду. И провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом. И все. И вот так вот вы провязываете 3 столбика рогатка, 3 столбика рогатка, 3 столбика рогатка до конца ряда. Не сложно? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. Договорились? У вас получится. Так, когда провязали до конца ряда, нам необходимо с вами закончить ряд точно так же, как и начинали. У нас здесь половинка рогаточки, да, и здесь тоже будет половинка рогаточки. Итак, после 3 столбиков воздушная петелька, накид. В предыдущем ряду мы делали 3 воздушные петельки подъема и 1 воздушная петелька по узорчику. Так вот, нам с вами необходимо в 3-ю петельку подъема ввести крючок и провязать столбик с накидом. Теперь 1 воздушная петелька, внимательно, накид, и сюда же вернулись и провязали еще 1 столбик с накидом. И у нас получился вот как бы половинка веерочка, видите? Все, ряд закончен. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь работаем вот с нашей арочкой из воздушной петельки. В эту арочку провязываем 3 столбика с накидом. Прям в арочку нырнули и провязали столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2 и сюда же столбик с накидом 3. Вот такая картина получается. Дальше 1 воздушная петелька, переключаемся на наши 3 столбика 1, 2, 3. Первый и третий мы не трогаем, а в самый центральный провязываем столбик с накидом. Есть воздушная петелька. Переключаемся на нашу рогаточку, она полностью, да, рогаточка из 3 воздушных петелек. И в эту рогаточку провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот такой вот веерочек получился. Дальше опять 1 воздушная петелька. Переключаемся на наши 3 столбика. И вот за центральный столбик провязываем столбик с накидом. Вы такой ряд уже провязывали, когда был столбик и веерочек, да? Вот он, самый первый, видите? Веерочки, столбики, веерочки, столбики. Только здесь он немножко смещен, видите, в шахматном порядке. Веерочек, столбик, веерочек, столбик. Все, то есть повторяйте первый ряд, просто он смещен. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. Так, смотрите, провязали наши веерочки, столбики. Мы заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Здесь у нас будет пол веерочка, да? И здесь тоже пол веерочка. Итак, столбик с накидом, воздушная петелька. Вот наша маленькая арочка, и мы в нее провязываем 3 столбика с накидом. 1, в арочку 2 и 3. А последний столбик мы провязываем в 3-ю петельку подъема. Вот наши, получается, 3 петельки подъема. Аккуратненько находим 3-ю петельку, вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Ряд наш закончен. Все ровненько, аккуратненько. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот, накид. И в следующий по порядку столбик, следующий, провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петелька. Переключаемся вот на наш столбик, одиноко стоящий в предыдущем ряду, и в него провязываем рогаточку. Столбик с накидом 1, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и сюда же столбик с накидом 2. Угу. Дальше воздушная петелька, переключаемся на веерочек, пропускаем первые 2 столбика и начинаем с 3-го провязывать столбики с накидом. 1, 2 и 3. Мы с вами уже так провязывали 3 столбика рогатка, 3 столбика рогатка. Вот он наш ряд, видите? Но опять же он у нас смещен в шахматном порядке. Все то же самое повторяйте второй ряд, просто он смещен. Не сложно, не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, когда провязали до конца ряда, мы заканчиваем ряд точно так же, как и начинали.
Помните, мы провязывали здесь 2 столбика всего лишь. Итак, после рогаточки воздушная петелька, вот наша половинка веерочка. Первые 2 столбика пропускаем, у нас получается остается 2 столбика. Вот мы их и провязываем столбиками с накидом. Столбик с накидом. Раз. И самый последний получается, вот наши 3 петельки подъема. В третью петельку аккуратненько нырнули, провязали столбик с накидом 2. Все, ряд наш закончен. Дальше 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается 4 воздушные петельки. Переключаемся вот на нашу рогаточку и провязываем в нее 7 столбиков с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. 4. 5. 6 и 7. Вот наш веерочек большой. Опять воздушная петелька. И переключаемся. Там, где 3 столбика, провязываем за центральный столбик 1 столбик с накидом. То есть мы так уже с вами провязывали. Причем уже 2 раза, да? Сейчас мы повторяем самый первый ряд. То есть если внимательно посмотрите, раппорт, вертикальный раппорт узорчика 2 ряда. Веерочки, столбики. Дальше веерочки, столбики. Веерочки, столбики, веерочки, столбики. Поняли, да? Но получается, вы должны провязать 1, 2, 3, 4 ряда и начинайте повторять с первого. Опять 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Поняли? Несложно, да? Сам по себе узорчик 2 ряда просто смещен в шахматном порядке. И все. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается из данных ниточек. Красота у нас получается двусторонняя. Выбираете любую сторону, такая у вас будет лицевой. Видите? То есть, мне кажется, это очень идеальный узор для палантинов, но если из этой пряжи. Летняя пряжа — это, конечно, маечки, топики, да. Зимняя пряжа — это шарфики. А вот так вот, такая вот данная пряжа, интересная, легкая. Мне кажется, палантина будет шикарно. Кто что вязал, рассказывайте. Узорчик очень быстро растет. Если вы захотите связать палантину, наверное, ну вечер-два, и у вас будет готовое изделие. Напишите в комментариях, кто согласен, кто уже вязал что-то интересное данным узорчиком. Несложный, совсем несложный, справится и новичок. Он, конечно, не новый узорчик, он уже давно, так скажем, известный. Ну вот в копилочку ваших узорчиков. Из моей пряжи вот так вот он не тянется, ну практически, да. Вот так вот чуть-чуть тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может меньше. Пробуйте, вяжите, экспериментируйте. Давайте замерим. Итак, я, получается, набирала 31 воздушную петельку. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. У всех все по-разному, поэтому ориентируйтесь только на свои размеры. У меня это вот, смотрите, 13 сантиметров. Видите? И здесь получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядочков. И самый первый 12. Опять же, из моей пряжи, моя плотность вязания. Тоже 13 сантиметров. Вот такой квадратик. Как вам? Вообще не сложно. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.